Привет, дорогие вязальщицы! Вы на канале Пара Спиц, и с вами я, Тоня Февралева. Сегодня я вам хочу показать один простой способ сделать шов. Это может быть плечевой, либо любой другой шов. Вот такой вот аккуратный, плоский, красивый, без помощи иглы. То есть нам нужны только спицы, либо крючок. И вот посмотрите с изнанки, как все аккуратно и красиво. И вот так вот будет на плече смотреться. Абсолютно все ровненько. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, пробовали ли вы так соединять изделия, детали таким швом, и что у вас во время носки. Возможно, вы так вот плечевые изделия собирали. Расскажите свои ощущения во время носки. Не тянет ли, не топорщится ли, то есть как вам нравится ли, понравился ли такой способ в носке. Нам всем будет очень интересно. Также поделитесь своим способом. Разворачиваем два наших полотна внутрь лицевой стороной и вот сюда, где начало нити. Далее берем спицу, нить от одного полотна, то есть я на втором зафиксировала и убрала нить, на первом полотне я оставила нить и буду провязывать. Провязываю первую петлю с одной спицы и первую петлю с другой спицы вместе лицевой, скидываю петли. Также провязываю следующие две петли лицевыми. И теперь первую петлю накидываю на вторую провязанную. И так повторяю до конца ряда. Беру первые петли с обеих спиц, провязываю их вместе лицевой. И с правой спицы накидываю и первую петлю накидываю на вторую. Этот способ можно также выполнять крючком. Беру крючок, подцепляю одну петлю, одну с другого. Раз и два. Крючком гораздо быстрее получается. Раз. Ну, можно и спицами. Делайте так, как вам удобнее. Провязываю последние две петли. Накидываю петлю предпоследнюю на последнюю, отрезаю хвостик и через последнюю петлю протягиваю нить. С изнаночной стороны вот так вот шов выглядит, практически незаметен, а так вот с лицевой стороны выглядит. Очень аккуратно, очень все прям вот одно к одному. Затем этот шов нужно отпарить для того, чтобы он ровненько лег, и будет все красиво. Так вот выглядит этот шов после отпаривания. Если пряжа не позволяет отпарить, то просто намочите изделие и разложите, прям вот раскройте этот шов и аккуратно разложите, чтобы оно таким образом высохло. И оно тоже все развернется, и посмотрите, все вот абсолютно ровно и аккуратно. Я просто прошлась паром утюгом, это у меня синтетика, поэтому я ничего тут не побоялась. Вот так вот изнанка распаренная выглядит. И вот так вот будет примерно, например, если это плечо у нас, вот так вот будет аккуратненько выглядеть. Также таким способом можно сшивать, например, там низ сумки, да, если мы вяжем, допустим, две половинки и внизу соединили, вот так вот будет аккуратно смотреться. Я надеюсь, видео было для вас полезным. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайк, если вам не сложно, вы меня очень сильно поддержите. Я постараюсь снимать для вас еще больше хороших, интересных роликов. С вами была Тоня Февралева. Всем пока!